5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context. 5 правило. Добро пожаловать на наш курс 5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. Ну вот и подходит к концу наш 5-дневный курс. Итак, подведем итоги всего пройденного материала. На предыдущем уроке мы говорили, как можно поставить цель. Если мы знаем, куда идем, тогда мы и узнаем, когда мы туда дошли. Цель должна быть перед глазами как мишень. Может быть, кто-то из вас занимается стрельбой из лука. Когда стреляешь из лука, у нас всегда перед глазами есть мишень. Цель, которую не видишь, в нее очень трудно попасть. Мы также рассказывали вам про метод Кайдзен. С помощью этого метода маленькими шагами следует уверенно идти к цели и развиваться, становиться лучше каждый день. Вы ведь знаете, что каждое большое путешествие начинается с маленького шага. Также работает этот метод Кайдзен. Маленькие изменения каждый день приводят к изумительным результатам, если вы готовы их повторять изо дня в день. Вы можете себе представить, как вы развиваетесь каждый день, улучшаете свои результаты только на 1%, а через несколько месяцев у вас будут феноменальные результаты. Подсчитайте, насколько вы улучшите ваши знания за 1 год. Я не математик. Может быть, вы знаете ответ на этот вопрос. Цель важна. Это правильно. Но когда мы говорим о цели, мы говорим о результате, о том, чего хотим достичь. В нашем случае, когда мы изучаем русский язык, нам нужна не только цель, но и структура. Эту структуру мы хотим помочь найти вам, а также улучшить ее с помощью этого курса. Вы ее, конечно же, еще помните. Слушать, слушать и еще раз слушать. Тот материал, который вам интересен и который вы понимаете. Слушать желательно каждый день. Повторять услышанное, повторять и закреплять этим ваши знания. Ведь вы же еще помните, повторение – мать учения. Когда повторяется материал, он лучше всего усваивается. Знаете, так как я работаю преподавателем в школе, я всегда говорю эту фразу. Кто лучше всех может запомнить материал? Учитель. Почему? А потому что он изо дня в день повторяет одно и то же. Он рассказывает ученикам на уроке математики, например, истории, географии или немецкого языка одни и те же правила. Он их знает лучше всех. Почему? Потому что он их всегда повторяет. Цель, она важна, чтобы определить направление. Но оптимальное развитие мы достигнем только с правильной системой, структурой. Мы предлагаем вам учить русский язык по следующей структуре. Слушать, повторять, найти время, чтобы все это делать, и желательно каждый день. Чего нам не хватает, чтобы научиться разговаривать на иностранном языке? Как бы долго мы не слушали, даже если мы будем слушать 5 часов в день, даже если мы будем читать 5 часов в день, даже если мы будем писать 5 часов в день, научимся ли мы этим способом свободно разговаривать на этом языке? Нет. Чтобы научиться разговаривать, и это не секрет, что нужно делать? Правильно, разговаривать на нем. Поэтому
Именно так и называется наш 5-й и последний урок этого курса. Чтобы научиться говорить, нужно говорить и быть активным. Прежде чем мы перейдем к нашему последнему золотому правилу, хочу поделиться с вами примером из личного опыта, как я училась разговаривать на разных языках. 20 лет назад, когда я учила немецкий язык, таких возможностей, как сегодня, не было. Я уже жила в Германии, и поэтому мне было проще изучать язык. Немецкий я учила следующим образом. Для того, чтобы услышать свой голос, я читала детские книги на немецком языке вслух. Я их читала не только на ночь дочке, но и каждый день для себя. Для чего? Наш голос на неродном языке звучит непривычно. Первое время он звучит даже странно. Я читала себе книги вслух, а потом, только не смейтесь, ходила по дому и разговаривала сама с собой. Прогуливаясь по улице, я также сама себе рассказывала истории. У меня был маленький блокнот, в который я записывала все слова на русском языке, которые не могла сказать на немецком. Придя домой, я искала их в словаре и в контексте. Именно в контексте и в предложениях я записывала примеры. Я никогда не учила слова просто так, по одному слову, а всегда только в контексте. На следующий день я их повторяла. Английский язык я учила по-другому. В те времена мне очень нравились английские песни. Вы не поверите, но я выучила около 300 песен на английском языке. Музыка – это здорово. С помощью песен тоже можно учить языки. Многие песни я пела каждый день. Петь я не умею, но люблю. Таким образом, я запомнила слова в контексте. Естественно, я учила английский язык в школе, то есть у меня была небольшая база грамматики. Французский я учила другим способом. На французском языке я слушала большое количество подкастов. Один и тот же подкаст я слушала по 15 раз в день. И таким образом повторяла и повторяла. 20 лет назад техника была другой. А теперь, в наше время, у нас есть возможность слушать подкасты, гуляя по улице, в наушниках. На прогулках я сама себе рассказываю услышанное. Этим способом я слушаю свой голос на французском языке, так как это очень важно. Чрезвычайно важно слушать свой голос на другом языке, чтобы привыкнуть, не бояться, чтобы преодолеть возможный языковой барьер. Также по дороге на работу, в машине я слушаю подкаст и сама себе рассказываю его. Испанский учу, опять же, по-другому. Я никогда не посещала курсов испанского языка. Я учила его автодидактическим путем. Одна дома. Начинала с аудиокниг для начинающих. Слушала и еще раз слушала. Повторяла и еще раз повторяла. И рассказывала себе эти аудиокниги. Со временем слушала подкасты и также рассказывала их сама себе. Я создала в WhatsApp группу, в которой присутствую только я. Она называется «Испанский с Иной». Вы, наверное, опять смеетесь. Ну, или, по крайней мере, улыбаетесь. Так вот, в эту группу я записываю свой голос, а потом прослушиваю его. Туда я записываю слова, потом учу и произношу их в контексте.
Также записываю туда новые слова на русском, которые хочу знать на испанском. То есть, если раньше, 20 лет назад, у меня был блокнот, то теперь с помощью современной техники, современных гаджетов, у меня есть своя собственная группа в WhatsApp. Я также нашла мобильное приложение, которое называется Tandem. Здесь я познакомилась с носителями испанского языка, с которыми общаюсь 2 раза в неделю. Мы делаем языковой обмен. Я преподаю немецкий язык в обмен на испанский. Испанцы исправляют мои ошибки, которые я не боюсь совершать. Мы общаемся на разные темы и таким образом улучшаем наши знания языка. Вот это моя история и мой личный опыт. После такого долгого отступления сейчас мы перейдем к нашему 5-му золотому правилу русского языка. Чтобы научиться говорить, нужно говорить и быть активным. Возможно, вы меня великолепно понимаете. Вы понимаете то, что я сейчас говорю. А вот повторить все это у вас не получается. Может быть, это какой-то страх. Почему? Потому что взрослые люди боятся сделать ошибку, сказать что-то неправильно. Дети разговаривают и не боятся делать ошибки. А мы, взрослые, боимся. Когда мы были маленькими, мы учились ходить и падали. Мы вставали и опять шли дальше. Мы падали, спотыкались, но вставали и пробовали опять. Таким способом мы научились ходить. Представьте себе, если бы ребенок упал и сказал: «Я упал, сделал ошибку, вставать уже не буду». Да никто вообще не научился бы ходить на этом свете. Чтобы научиться относительно хорошо говорить на иностранном языке, нужно часто общаться на этом языке. Очень важно найти человека или группу людей с одинаковым интересом. Тех людей, которые так же, как и вы, хотят изучать русский язык. Или следует найти тех людей, у которых есть интерес помочь вам изучать русский язык, то есть нас. Мы живем в 21 веке. Возможности великолепны. У нас у всех есть компьютер, есть интернет. Через интернет, через Zoom, Skype или разнообразные мессенджеры можно найти возможность, чтобы общаться друг с другом. В чем же заключается преимущество изучения языка с человеком или группой людей с одинаковым интересом? Во-первых, вы можете помогать друг другу, так как у вас одна цель, у вас одинаковое направление и, может быть, даже одинаковая структура изучения. Например, если вы лучше знаете правила грамматики или у вас большой словарный запас, вы можете, как учитель, объяснять все это другим. Этим вы повторяете сами, улучшаете свой словарный запас и лучше усваиваете грамматику. Во-вторых, мы также говорили о мотивации. Когда изучаешь язык, мотивация и положительные эмоции играют огромную роль. Очень часто, когда мы учим язык, особенно когда взрослые люди учат разговаривать на другом языке, у них возникают страхи, появляются языковые барьеры, возникают какие-то разочарования или сомнения. Иногда мы опускаем руки, потому что не видим успеха, не видим прогресса, не видим продвижения. Вот именно поэтому с помощью этого человека или этой группы людей вы найдете регулярную поддержку и мотивацию на пути к вашей цели. В-третьих, преимущество заключается в том, что вы имеете возможность познакомиться с очень интересными, культурными,
и потрясающими людьми со всего мира. Мир огромен. Люди, живущие в Северной и Южной Америке, живущие в Австралии, в Европе и в Азии, многие из них изучают русский язык. На данный момент мы работаем над новым проектом, с помощью которого мы дадим вам возможность не только общаться друг с другом, но и также познакомиться с нами. К этой теме, к этому событию мы выпустим специальный подкаст. Следите за новостями на нашей странице и не упустите эту возможность. Спасибо вам, что вы все это время были с нами и прослушали наш курс. Мы надеемся, что он вам понравился и что вы узнали что-то новое. Ваши комментарии, пожелания и вопросы вы можете, естественно, оставить на нашей странице Russian in Context. И напоследок еще одно мое любимое выражение. Когда идешь один, придешь далеко. Но когда идешь в компании, придешь дальше. Мы уверены, что вместе мы добьемся огромных успехов. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока!